Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии, теплые добрые слова, пожелания. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Кто ты для окружающих тебя людей? Какой тебя они видят, ощущают в эти минуты? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если срезонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада. Расклад общий, девочки, не забывайте, пожалуйста. Мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты, темпераментная, страстная. Будем уточнять. Итак. Так, тут у меня карта Павлина вышла. Павлин, это вы у меня проигрываетесь? Да нет. Тяжелая ноша для вас встреча с этим павлином. Или тяжелую ношу тащите общение с такими людьми. Ладно, смотрите, у меня тут вышла какая картинка. Павлин у меня очень часто выходит архетип, часто мужчины, да. Самовлюбленный мужчина, который знает себе цену, который свои достоинства, не обязательно он там их выпячивает, подчеркивает, делает акцент на своих достоинствах. А вот как павлин перья красиво распускает, да, весь акцент на эти перья, также тут же у мужчины на его какие-то достижения. Может, действительно он там ресурсный, какие-то у него награды, регалии, звания, хотела сказать, должность у кого-то. Как будто бы вот акцент на этом, опять-таки, правда, на свои какие-то достижения. А как у павлина есть вот это вот фасад вот этот красивый, да, и, как всегда говорю, не приведи Господи увидеть с тыльной, с этой стороны, сзади этого павлина. Очень какое-то жалкое зрелище. Так вот тут то же самое. Тут вот разница в чем. Что у этого мужчины, у него тоже есть очень много каких-то тайн, недоговоренностей, скрытого. То, о чем он предпочел бы умолчать, замолчать об этом, не говорить. Это у кого-то какие-то не очень красивые поступки, у кого-то проявление его, да, в прошлом там или в настоящем даже. Как будто бы вот тут такая какая-то двойственность есть. У нас у всех эта теневая сторона есть, и все мы бываем, творим не очень хорошие вещи. Но вот тут вот просто тут как будто бы очень важно этому человеку одобрение, восхищение в глазах получать, да, и он хотел бы камуфлировать и ни в коем случае не выносить на обозрение публики свои вот эти вот не очень красивые какие-то деяния. Опять-таки, у кого-то это там шлейф из разбитых женских сердец, его какие-то манипуляции. Скажем так, то, о чем, если бы вы узнали изначально об этом человеке, то ли эту информацию, да, то ли какие-то вот детали о нем, его проявления, то вы 100% по-другому бы на него смотрели, воспринимали бы этого человека по-другому. Но как бы там ни было, он на вас произвел огромное впечатление изначально. Тут у кого-то страсть, темперамент. Вы, может быть, рядом с ним себя почувствовали сексуальной, привлекательной, такой желанной. Может, захотели вот раскрыться с этим человеком. Благодаря ему отчасти вы думали. Но это все у вас есть, девочки. Если бы этого не было, то каким бы он ни был, этот мужчина, невозможно в вас найти то, чего у вас изначально не было. Так, ладно. По Луне. Скорее всего, залипли вы, вот, какие-то созависимые отношения с этим мужчиной. Какие-то отношения, может быть, токсичненькие. У кого-то тут
Ой, Луна, это мистика, сочетание какое-то тут такое, знаете, может, сами себе говорили, бог ты мой, как это все необычно, необыкновенно, не так, как с другими. Тут прям могли как-то наделить эту историю любви с ним, наделить каким-то ореолом, опять-таки, мистики, загадочности. Сюда же все эти близнецовые пламена, девочки, все эти кармические партнеры, это все сюда. Вы могли все до кучи. Вот настолько для вас он был значим и интересен в свое время. Могли вот это все считывать. Кто-то придумывал, кто-то на самом деле проживал это все. Ну, вот следующие карты мне говорят о том, что вы устали уже, устали от этого. Может быть, от ожидания этой любви, потому что тут карта уставшая женщина, красивая, замученная, и рядом держит сердце. Устали, может быть, дарить эту любовь и надеяться на то, что это будет взаимно. У кого-то тяжелая ноша, где-то закрывать глаза на вот эти проявления какие-то, и все давать шансы. Думать, ну вот-вот, может он изменится, может по-другому он себя начнет проявлять, может наконец-то оценит мое вот это вот сердечко, то, что я даю эту любовь, дарю эту любовь. Показано вас, вот как будто женщина, знаете, сама по себе несет счастье, может быть счастлива от мелочей разных, но вот тут в связи с этой какой-то любовной историей, вот как вот слепая, вот, тут повязка на глазах, как будто бы очевидных вещей каких-то, то ли до поры до времени вы не видели, то ли до сих пор не понимаете в отношении именно этого мужчины. Скорее всего, это, ну, у кого-то тут прям нужно этот урок пройти до конца для того, чтобы осознать то, что нельзя ставить на пьедестал, ну, кого бы то ни было, да, вот насколько тут очарованы вы. Тут и могли корону начищать этому мужчине, тут и перышки эти, все, что хочешь, что там чуть ли не боготворить его. Но вот нельзя настолько, вот тут как будто бы, ну тут прям боготворить мужчину, да, впечатляться настолько им, и настолько же забывать про свои какие-то, не то что там желания, мечты, а тут про потребности даже, потребности любви, в уважении, в заботе, в нежности. Ну, как будто бы тут очень многого этого мужчина вам не давал. Тут как будто бы в один прекрасный момент, может быть, пришло даже осознание того, что какие мои потребности человек закрывает, а никаких. Как будто бы вот так вот, может быть, как залипли. Как вот волшебство какое-то. Только в один прекрасный момент это волшебство, оно уже перестало восприниматься как, знаете, как что-то такое, как эйфория. То, скорее всего, это уже как тягостное что-то. И опять как слепые, как вот тут вот повязка на глазах, это какие-то иллюзии, надежды, ожидания, мечты. И все тут прям на эти карты посмотришь, и хочется сказать, боже мой, да будь счастлива сама по себе, зачем тебе? Зачем тебе вот этот товарищ? Зачем тебе проблемы? Может быть, для того, чтобы наконец-то, да, самой себе дать этот подзатыльник и сказать, боже мой, я могу быть счастлива сама по себе. И я должна, скажем так, никому ничего не должна для начала, да, кроме самой себе. Я должна самой себе, я должна быть счастлива. Без привязки к кому бы то ни было, да, и к чему бы то ни было. Это счастье внутри меня, оно уже есть. Так, ну вот как-то так, лирическое отступление, такая сигнификация ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто ты для окружающих тебя людей? Какой тебя эти люди видят, ощущают в эти минуты? Какой тебя люди видят и ощущают в эти минуты?
Будем докладывать. Начинаем. Ух ты. Женщина, которая получила... Интересно. Тут то ли дар, то ли как проклятие. Подарок и проклятие ключ. Интересно прям сочетание. Какая-то сила. Сила в вас. Интересно. Сейчас будем это все читать. Угу. Эта карта мне нравится. Окно в другой мир. Иной мир. Умение, может быть, заглядывать в этот другой мир. И не зря тут карта ключ под низом. Так. Первые карты мне говорят, знаете, как будто бы женщина... Сейчас вы проживаете не самые лучшие, не самые счастливые времена. У кого-то идет ощущение... Вот эта карта мне часто считывается карта одиночки. При этом одиночка... женщина, скорее всего, вы не страдаете от того, что вы там в одиночестве. Вы можете быть окружены веселой там толпой, даже близкими людьми, но как будто бы сама по себе вот одиночка. Скорее для вас вам сейчас комфортно с самой собой. При этом идет как осознанная, сознательная. Тут женщина свое сердечко замораживает. Может быть, стали более избирательны там, к выбору друзей, какого-то окружения. Это так воспринимается окружающими, как будто бы женщина... Упрямство тут, да? Упрямство и преграды. Может быть, даже вы не идете на сближение, если хотят с вами там ближе познакомиться, могут вас там приглашать в какие-то компании, могут даже попытаться с вами как сдружиться, да? А вы тут, вас почему-то воспринимает вот женщина, которая выбирает осознанно, вот то ли, знаете, как одиночество, то ли женщина, которая это защищает свое сердечко, может быть, вот так вот мне идет. При этом вас видят довольно-таки вот упрямой. В чем? Допустим, ставите перед собой какую-то цель и идете ее и достигаете. Вот тут мне так идет. Опять-таки, если вы уже сделали выбор в сторону чего-либо или кого бы то ни было, то опять-таки довольно-таки принципиально. Вот мне так идет. Сама по себе заботливая очень, ну, как может быть мамочка там, да, как жена, нежная, заботливая. Так, еще мне идет, ну, понятно тут, какой вас видят окружающие, они вас считывают женщиной, у которой есть доступ, окно в другой мир. Видите, тут как будто бы вы, кто-то знает о том, что вы увлекаетесь эзотерикой, тут, психологией, и вас считают очень сильной в плане, в перспективе, как будто бы вы можете именно вот на этом поприще, или какая-то сфера вашей деятельности связана с этим. Да, там то ли с психологией, то ли опять тоже, не знаю, там у кого-то с эзотерикой что-то. Как будто бы вот вы в этом сильны, это ваше. Но вот мне так идет. При этом на самом деле за вами многие наблюдают, вы интересны, вы внешне привлекательны. Тут какой-то прям... Давайте так, вот эта вот карта, тут проклятие и подарок, и карта ключ. Некоторые могут даже считать вас там, вот это выражение, да, там, отбитая эзотеричка, но не настолько, но тут как будто бы
могут говорить горе от ума, да? Не нужно слишком все усложнять, так тоже иногда люди разговаривают, рассказывают. Было бы ты проще, типа, и в твоей жизни все было бы намного легче и проще. Опять-таки, проще смотри на этот мир. Многие могут думать то, что вы усложняете, или, допустим, там даже где не нужно. Ну, там, где другой расслабится и будет воспринимать и окружение какое-то, и свою жизнь. Ну, там, не знаю, кайф ловить, там, отдыхать. А вы тут, кто-то обучается постоянно чему-то, кто-то новые какие-то планы, цели строит, вот эти вот планы, ставит перед собой эти цели. Тут карта-ключ. Кто-то ищет смысл жизни, кто-то пытается на вопросы какие-то ответить, да. На вас некоторые смотрят вот со стороны вот и думают: бог ты мой, да успокойся ж ты, расслабься и получай удовольствие. Тут вот так вот, тут вот я могу это так прочесть. Как будто бы другие там смотрят на вас и думают: боже мой, если бы я имела там ее внешность, или я бы там какие-то там данные там, или еще что-нибудь там, то, что у нее есть, я бы уже как будто это использовала по-другому. Ну тут как будто вот так вот, такое странное. Так, какой вас видят, воспринимают в эти минуты? Видят вас, кстати, женщина, которая, может быть, в свое время был очень большой выбор из мужчин. Ну, в каком плане? Там кавалеры, женихи какие-то, да. Кстати, женщина, которая, может быть, знаете, как привлекала внимание очень многих мужчин. Я не говорю тут про их качества мужчин, какие они, но в принципе привлекательно для мужчин. Может быть, тут, знаете, как вот из этих рассказов, да, вот выбирала и выбрала какой-то типаж мужчины. Тут как будто бы между строк то ли осуждают ваш выбор, то ли считают, что вы по сравнению с этим мужчиной как будто бы, ну тут, ну, вы могли бы лучшего партнера выбрать. Или в принципе тут как будто бы вас видят женщиной привлекательной, но женщина как будто бы вот даже тут то ли держится за этого партнера, то ли как будто бы дорожит этим партнером. И тут вот со стороны вот и просто, ну тут может быть даже мужчины, женщины, они смотрят и думают: она могла бы выбрать другого. Она бы могла там как будто бы более достойную партию какую-то выбрать. Вот тут вот так. Как будто бы этот партнер то ли не закрывает ваши потребности, по их мнению, то ли не может вам дать то что, ну, то ли вы заслуживаете, да, вот такое странное. Карта башня. Но тут, опять-таки, вот тут такие карты говорят о том, что как будто бы вы сексуально привлекательны по карте воительницы, и с интеллектом все в порядке. Но то ли вы не решаетесь сами сменить свою жизнь или партнера, да, как будто бы заложник вот какого-то уже образа или выбора сделанного. Вот тут вот так, кстати, может быть, да. Вот, то есть смотрят на вас со стороны вот так вот и привлекательно, сексуально, и выбор. Мужчины на вас обращают внимание, то есть могли бы выбрать из других, да, допустим, каких-то. А тут вот какой-то вот как будто бы то ли выбираете какой-то типаж мужчин, и при этом все понимаете. И дальше ничего не меняете. Вот так вот. Как будто бы разочарование, разбитое сердце. И бездействие при всем при этом. Ну, девочки, что мне выходит, я это озвучиваю. Так, кто вы для окружающих людей, как вас ощущают в эту минуту? Женщина, которая, вот, кстати, сейчас вот вас видит женщина, которая то ли задумалась изменить ход истории, да, поменять в своей жизни что-то,
у кого-то прям кардинально наконец-то. Как будто начинаете, потом останавливаетесь, но потом все равно идете, вот меняетесь. Карта смерти, это трансформация, изменение, башня, разрушение. Ну, гроб на башню, это, знаете, такое мне идет, как будто бы решились там что-то изменить, но потом сами же остановились и подумали, да ладно, может быть не сейчас, может попозже, но обязательно я изменю. Вот как будто бы, знаете, попытки вскочить в последний этот уезжающий, как это, в этот вагон, да, поезда. Вот такое, как будто бы желание изменить свою жизнь. Вот как будто созрели. Как будто не хотите, как раньше. Но при этом качели, ангел, демон. То есть где-то вас со стороны, с одной стороны видят, что вы действительно какие-то делаете шаги. Это может касаться там взаимоотношений с партнером. Или в принципе, как будто желание изменить свою жизнь. Вот мне так идет. Да, смотрите, ангел и демон, инициатива. Я и так пробую, и так буду проявляться. Какой вас еще видят? Ну, какой вас еще видеть? Карта ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями. Опять-таки, женщина, имеющая доступ к этим знаниям, мудрая, привлекательная, манкая, для многих непонятная, непрочитанная книга. Транжира. Видит вас женщина, которая может на себя много денег потратить, вот просто. Ой, это о чем? Женщина, которая надоела уже, чтобы надоела, когда ею манипулируют. Женщина, которая старается быть справедлива и сама к себе, и к окружающим. В принципе, как будто бы женщина, может быть, которая меняет свою жизнь, действительно, тут уже я вижу вот так вот. И женщина, которая хотела бы поставить точку, может быть, в каких-то манипуляциях в отношении вас, вот, да, вот вы это видите все насквозь, не хотите этого больше в своей жизни. Тут очень интересно, тут прям ваш рост, развитие, трансформация, изменение, желание изменить жизнь. Желание справедливо, в первую очередь, к самой себе быть, да, дать себе шанс на лучшую жизнь. Вот такой я вас вижу. Ну, и вас видят окружающие вот такой. Как будто через тернии к звездам. Все, девочки, такой расклад у меня сегодня получился. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик. Можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.